Сегодня мы разберем 354 главу манги Черного Клевера. Приготовления Люциуса окончились, и теперь его план по созданию нового человечества начинает идти в ход. Сегодня он настолько шокировал людей Клевера, что многие из них потеряли дар речи. Так что не будем долго мусолить со вступлением и начнем данный разбор. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 354 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Как я уже и говорил, подготовка Люциуса окончена. Прошло 3 дня и настал судный день. Новое самопровозглашенное божество и его ангельские рыцари в лице паладинов выдвинулись в сторону их первого места дислокации, коим стало королевство Клевер. А их главная идея, которая и возглавила начало апокалипсиса, это создание истинного мира на всей планете Земля, где антагонист, словно божество, станет во главе всего этого, провозгласив себя истинным королем магов. И эти слова стоит воспринимать теперь в буквальном смысле, ибо ему, видимо, после завершения судного дня, станет доступна магия всего мира. Далее мы переносимся непосредственно в королевство Клевера, в котором все боеспособные маги были на чеку в ожидании того самого судного дня, который объявил Люциус прямо перед своим уходом в 335 главе. Большая часть населения страны была эвакуирована в благоприятные районы королевства, для того чтобы, видимо, они непосредственно находились под защитой рыцарей магов. Хотя, как мне кажется, сражаясь с очень сильным противником, который явно сильнее всех предыдущих, с которым они сталкивались, и при этом еще и защищать их, как по мне, странная идея. Было бы проще поместить их всех в пространство грез Дороти и поставить под защиту только ее. Ведь согласитесь, защищать только одного человека намного проще, нежели всю толпу. Да и если мне не изменяет память, Дороти и сама может скрыться в пространстве грез, и тогда вообще все будет в шоколаде. А поскольку в этом пространстве все люди начнут засыпать, то для них апокалипсис пройдет незаметно. Так что такая тактика защиты населения была бы, как по мне, гораздо лучше и проще. Но что сделано, то сделано. Были также еще укреплены все границы королевства, хотя об этом они еще пожалеют, так как могли потратить время на другие более важные приготовления. Все соседние королевства также были оповещены о надвигающейся угрозе, и теперь они также были на чеку. Еще также проводилась разведка, о чем свидетельствуют миссии Юна, направленные на уничтожение активности дьявола. Но, к сожалению, никаких следов Люциуса так и не было обнаружено. Так что единственным вариантом остается встретить противника во все оружия, всеми подразделениями рыцарей магов. А еще, видите вот эту фразу? Но естественно мало кто сможет понять содержимое, а ведь согласитесь, интересно узнать ее перевод или посмотреть анимку с озвучкой первоисточника. Так почему бы тебе не записаться в онлайн-школу японского языка Мори-Мори Джапан, где твоими учителями будут оригинальные аниме-персонажи, диалоги и лексику которых озвучил носитель японского языка. Для старта обучения тебе нужно всего лишь желание, ведь курс рассчитан на нулевой уровень знаний. Благодаря видеоурокам и структурированному материалу здесь ты изучишь чтение, написание азбуки хитагана, катагана и 60 иероглифов. Поймешь, как строить самые часто используемые фразы и предложения, или можешь записаться на индивидуальные занятия, в которых тебе помогут разобраться с твоими вопросами. А уже через 3 месяца обучения ты сможешь начать разговаривать на японском языке. Для чего тебе это нужно? Ну, кроме соответственно аниме и манги, это откроет тебе дорогу для путешествия в Японию. Сможешь сдать международный экзамен по японскому языку Нихонгу Норёку Сикен. Если продолжишь обучение, сможешь поступить в японский вуз или трудоустроиться в Японии. Авторы курса Юлия Мори, востоковед с самым высоким уровнем владения японского языка Нихонгу Норёку Сикен N1, а также японец Такута Мори. Так что за правильность поданной информации не стоит переживать. Записаться сможешь по ссылке в описании, а также не забудь заглянуть и на другие ресурсы Мори-Мори Джапан.
Прямо перед самым эпиком был также еще небольшой разговор Шарлотты и Ями, где, немного волнуясь, капитан Голубой Розы извинилась перед Цукихиро за то, что в последнее время избегала его, и то, что сейчас, отбросив личные чувства, она полностью посвятит себя выполнению миссии. Однако Ями было как-то все равно на все ее формальности, и он напротив пригласил королеву шипов на чашечку чая, ведь ему было о чем с ней поговорить. Это что получается? Капитан Черных Быков наконец-то сделает первый шаг навстречу любовным отношениям? Неужели мы все-таки дождались этого момента? Далее нас переносят к Джеку, у которого уже руки чесались от того, что ему хотелось кого-то раскромсать, и он буквально призывает врага наконец-то прийти сюда. И будто услышав его мольбу, появляется Люциус, сразу же насторожив всех магов Клевера. Но самое неожиданное это то, что за его спиной появился довольно знакомый персонаж. Джек изначально принял его за Нахта, но потом осознал, что сейчас его не было в королевстве, так как вице-капитан вместе с черными быками были заняты совершенно другим делом. Но когда он понял, кто это был на самом деле, было уже поздно, ибо буквально в мгновение противник, разламывая его магические лезвия, отсекая руку, нанес ему колоссальный урон. А увидев магию света, которую использовал враг, осознание и шок теперь перешли на Ями, ведь перед ним стоял никто иной, как его давно умерший лучший друг и товарищ Морген Фауст, брат Нахта, который с криповой улыбкой, не свойственной такому добряку, которому он был при жизни, говорит Ями, как же давно они не виделись. А самое ироничное это то, что Люциус влил в него дьявола Люцифугуса, что можно заметить по рогам, вот сами убедитесь. Это тот самый дьявол, который и убил Моргена при неудачном призыве его брата. И видимо этот момент послужит для дальнейшего развития сюжета, ведь как мы знаем, прошлое Ями довольно темное и связано с дьяволом, который также уничтожил почти всю его семью и оставил на нем свою метку в виде дьявольского сердца. Так что в скором времени мы скорее всего наконец-то прольем свет на эту кромешную тьму и узнаем правду. После этого нам демонстрируют еще более страшного противника Мориса, который теперь также стал паладином и совмещен с еще пока неизвестным дьяволом. Но вы только посмотрите на это чудовищное количество рук. Если мне не изменяет память, то его магия реконструкции или трансмутации при прикосновении способна пересобрать все, что угодно. И теперь, когда в его распоряжении дьявол с такой способностью, он стал еще куда опаснее. И я даже не знаю, как с ним буду сражаться магия, ведь в прошлый раз, когда ему была доступна магия Люцифера, он мог влиять даже на неосязаемые объекты. Но видимо Мириэлионе такие трудности только в радость, так как ее тешило то, что тут есть сильные противники, которых можно было испепелить. Следующими были шокированы семейство Сильва, ведь перед ними постала их умершая мать, которая при жизни считалась сильнейшим магом, и именно она тренировала всеми известную Мириэлиону. Но что грустно, это ее слова, ведь она никак не ожидала, что будет сражаться против своих детей. А что будет, когда это увидит Ноэль, я вообще молчу. Что ж, это уже третий паладин, воскрешенный из мертвых, и теперь моя теория, которую мы обговаривали в нескольких разборах глав, и даже ролик был об этом отдельно сделан, о том, что мать Асты Личита может быть воскрешена подобным образом, теперь эта теория набирает свою силу. Так что можете пересмотреть данный ролик или ознакомиться с ним, так как не все зрители смотрели данное видео. Под конец главы нам показывают реакцию людей на то, что сквозь темные тучи пробивались лучи света, после чего из них кто-то появлялся. И люди называли эти объекты ангелами. Но как же вы ошибаетесь? Ведь эти в скобочках ангелы несут вам далеко не спасение. А последним фреймом стал Люциус, который со страшным и безразличным взглядом ознаменовал начало апокалипсиса словами: «Да принесем же счастье в этот мир». Что ж, глава вышла просто офигенная. Сражения хоть толком и не было, но от прочтения у меня аж мурашки по коже начали бегать. Видимо, следующая глава стартанет сразу же со сражения, и мы увидим, насколько паладины превосходят большую часть магов королевства Клевер. Мне вот только интересно, как теперь будут сражаться Ноэль и семейство Сильва. Это же насколько им предстоит перебороть свои чувства, чтобы хотя бы противопоставить оружие против своей матери. То же самое касается Ями и Нахта.
Нахта. Насчет Кэпа я не сомневаюсь, думаю, он легко сможет перебороть свои чувства. А вот Нахт не знаю. Меня настораживает тот момент, когда Фауст Нахт взывал к Богу, чтобы тот не забирал жизнь его брата, и тот в конце концов не был услышан. А тут Люциус, новое самопровозглашенное божество, воскресило его дорогого брата Моргена. У меня даже есть отдельный ролик об этом, который вышел 9 месяцев назад, так что можете тоже глянуть его по свободе, ведь тогда он не собрал должного внимания. А если Личиту все же воскресят, то это может напрочь разрушить единение Асты и Либия, ведь я напоминаю, у них равноценный контракт, и если кто-то из них не желает или не имеет тех же убеждений, тогда и в режим ассимиляции дьявола войти никак не получится. Хорошим примером станет 5-секундное единение Асты с дьяволом, когда главный герой обозлился на Люцифера за то, что тот убил мать его товарища, а дьявол хотел тогда отомстить за это. И тогда, хоть единение было и 5-секундным, но их сила возросла просто невероятно. Тут больше психологическое воздействие будет на Либия, ведь именно он больше привязан к Личите. Я аж в предвкушении этого момента. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.